Смертельная болезнь. Лежащих под капельницей, там, с тазиком в нимфу. Может быть, и стоит уже и завещание написать. Люди мысленно тебя уже похоронили. Конечно, я была и лысая, и худая, и почти не ходила. Вот этот хейт, он полился же тем, кто в теме. Вот этой клетки, которая в тебе там жила, ты сильнее, ты хозяин своей жизни. Это пасхальная такая девочка. Вот. Так что. Мы одно время долго их рисовали. Страна живого творчества. Путешествие по мирам рукотворных идей. Господи, спасибо за терпение. Все, сколько раз ему научила. Золотые ручки. А вот это произведение искусства. Вот я смотрю и еще не могу его расшифровать. Тут чего только нет. Я смотрю, что Это с Индии. как бы вот такое. Да, это абстрактное произведение. Абстрактное, да. Вообще классно. Здесь Ну, там видите фотографии, там можно увидеть, что это я. Любочка, сколько ты ходишь всего? Я с февраля хожу. Вы представляете? Давайте, спасибо, что вы Так нас вот, посетили. привел Бог вот А так слушайте, да, Бог привел. Ну вы приводите к нам людей. То есть на выставку у нас 2 недели будет. Да. Но здесь занятий нет церковных у нас. Нету, да, нет. Только психология. Только психология. Вот. Мы знаем дорогу к храму и некоторым знаем. подсказываем. Да, да. Мы подсказываем, какие пути есть. Мы одни. Мы хотим всем сказать онкобольным про надежду и про веру. А вот первое, не жалея себя. Нас сейчас выгнали. Слушайте, ну мы приходим, это те же люди. Они такие же смертные, там, и первые станут последние. Я всегда говорю, в пост, вот всегда говорят, вот это не ем, вот это не ем. Главное не жрать людей. Вот ей-богу. Я эту болезнь приняла. Я ее принимаю с благодарностью от Господа Бога. Я знаю не за что, а почему. Вот это самое главное, ее принять. Я знаю, что практически все онкобольные не попадают сразу в рай, я так считаю. У меня была задача дать интервью в газету, причем меня попросили от общества, и я бы даже сказала, что меня очень это разочаровало и разозлило, когда эту статью я прочитала. Ну, он писал только обо мне, обо мне, обо мне и обо мне. А я просила осветить такую редкую тему, причем я ее ни разу нигде не встречала. Это святые онкобольные. Про профессора Слезина, как вот повлияет молитва, про всех святых, царских святых, про Иоанна Кронштадтского, у него, кстати, тоже был рак. Ну, то есть вот как бы такую информацию, которую я очень редко где встречала. И мне бы хотелось, чтобы, я говорю, понимаете, вы осветите, чтобы дать надежду другим людям. Вы как человек, который поборол рак, как вы считаете, как нужно показывать такую болезнь в СМИ? Как мне нравится, что ты сказала. Человек, который поборол рак. Мне уже нравится. Своими силами. Где-то посмотрим на ютубе, как это делают. Где-то озаботимся, спросим родственников, как они это уже у себя делали. Меньше страха, каких-то экспериментов. Я не могла себе представить еще лет 5-7 назад, что моя вот такая мечта жить на высоком этаже с видом на закаты и салюты так быстро воплотится. Когда у меня уже там первый какой-то ежик волос вырос, я увидела проекты, которые снимают онковыздоравливающих
Никто не любит слово «онкобольной». Обидно, что когда я лечилась, была лысой, я не видела нигде такого. Думаю, мы возьмем вот такие вот маленькие форматы для того, чтобы попробовать и посмотреть на выкрасы, посмотреть их в естественном освещении, как они будут выглядеть, как будет на них падать свет. Но столько красивых баночек. Мне нравятся вот эти вот. Банки супер. Так сложно определиться. Будет что-нибудь какой-то нежно-розовый. Может быть, вот этот вот. Какой из валиков взять? Мне нравится желтый, но я не очень понимаю их различия. Желтый даже дороже. Могу оба взять, и мы попробуем, какой будет лучше наносить. У СМИ есть клише. И они писали: страшная болезнь участниц. Что-то еще. Я думаю, напишите рак. Напишите честно. Это был рак. Они с ним справились. Кто-то вышел без последствий. У кого-то есть последствия. Не повезло в жизненной лотерее. СМИ и рак. Это образование или развлечение? Фото-то ничего себе. Да, на самом деле у меня тоже есть вот такие фотки, как у меня подружка мне голову бреет, но я их, конечно, не выкладывала. Наверное, нужно показывать, да, но, знаете, не таких изнеможденных, лежащих под капельницей, там, с тазиком в обнимку. Это все, конечно, было тоже, да, там, плохо и все, но, может быть, показывать и обычную жизнь в момент химиотерапии, что ты такой же человек, ты также живешь, ты также куда-то можешь ездить, ты также можешь ходить на пляж. И не нужно там шарахаться тебя, как будто ты там заразный какой-то. У меня наклейки за сегодня вот столько. Very many. Бобер, бивер. А бобриха? Бивер. Бивер, бобер. Где бивер, бобриха? Lisa, what class did you like today? Как они слушают, как они вообще каждое слово готовы ловить. Особенно этот возраст. Я очень люблю начальную школу. У меня мама была учителем начальных классов. И мне кажется, это самый классный возраст. А сейчас я и мама. Сейчас. Ой, молодец какая. Ты сделала? Переходи на следующий участок. Мама, а хочешь послушать? Не, мне не нравится песня. Она какая-то грустная. А мне нравится песня Анни. Давайте выкладывайте, я сейчас духовочку открою, ты когда отойдешь. Я сразу рассказала только близким, друзьям, там, в семье, естественно. Но на всеобщее обозрение я была не готова это рассказывать. Но когда я заканчивала уже лечение, я так устала от этих взглядов в свою сторону. В глазах моих знакомых был постоянно какой-то вопрос. Давай! Алиса, стоп. Давай. А потом шиши. Не только не шишу твою, эту дурацкую. Была такая ситуация однажды. У меня дочка училась, наверное, в 1 классе. Мне кажется, в 1 классе. У них была какая-то тема по окружающему миру, что-то про болезни, в общем. Или там, в общем, не знаю, почему у них зашла эта тема. И она пришла ко мне и рассказывает, что у них учительница сказала такую фразу, что есть такие... Вика, подожди минутку. Что есть такие смертельные болезни, от которых нельзя вылечиться.
например, от рака, что это очень страшно. И она меня спросила, что правда как бы, от таких болезней умирают? Я сказала, что, знаешь, Лека, не всегда. Твоя учительница, видимо, не всего знает, или у нее какие-то, может быть, устаревшие данные. И я сказала, что есть люди, которые живут после этой болезни и вылечиваются, у них все хорошо. Я понимаю, что те, кто прочитают и возьмут что-то полезное для себя, и гораздо больше. Потому что эту тему будут читать, скорее всего, те, кому это необходимо в тот момент. А вот этот хейт, он полился же от тех, кто не в теме, кто вот просто увидели новую статью и захотели высказать свое мнение. А потом, если кто-то будет искать информацию, попадется моя статья, когда им это будет нужно. Я думаю, что они сделают для себя нужные выводы. Да, вот был 2019 год, я гуляла с собакой, и вот увидела вот это здание, Невьянская детская художественная школа, и было объявление: набор учащихся с 12 до 70 лет. Ну, вот я записалась и начала рисовать. И закончила уже 5 классов. А я один парусник сделаю. Я хочу один. Можно? Да, по-сырому с маслом. Так, значит, верхний слой у нас берем легкий голубой оттенок. Со станком солидный. Видно хорошо. Давайте. Не будет закрепления будем. Прикус тебе тоже надо, лучше станочка. Сейчас. И краска вместе с водой получается такой размытый цвет по-сырому, да? Размытый голубой. Это небо пока напишу. Парусник. А пишем как бы полностью. Очень много работ. Очень много уже. Богатый, так сказать, опыт. Таиланда не получилось. До сих пор не получилось. Сейчас, наверное, уже и не получится. Но главное жить. Девочки съездили, отдохнули. Ну, в другой раз. Ко мне 60 лет, я отметила вот в онкодиспансере. У меня столько цветов было. Никогда в жизни столько не было. Столько людей приехало. Вахтер сказал: а вы, наверное, какая-то выдающаяся личность. К вам столько людей идет. Съела огурчик, да, Маша? Как-то так получилось, что на меня вышла Академия современного искусства. Начались выставки. Самая большая выставка это была в онкодиспансере на Соболева 29. Там был и министр культуры Свердловской области, и главный врач, и много присутствующих из фондов вот, помощи онкопациентам. Главное правило Ирины Поша – вкладывать в картины только положительные эмоции. Поэтому все ее героини смотрят вдаль, в будущее, которое несколько лет назад смогла разглядеть и сама Ирина. Мне, видимо, вот столько силы и позитива, что я, наоборот, настраиваю вот, интервьюера вот на свою как бы волну, да, вот я его увожу от каких-то там вот мыслей. Ну, человек-то задает вопросы, но не надо никакой жалости, не надо жалеть. Рисунки линером, рисунки восковыми карандашами. Ну, вот это моя вторая внучка Виктория. Вот. Все спрашивают, неужели бывают у человека такие глаза? Да, глаза действительно такие. Так вот сейчас мы сделаем, вот она нам к Пасхе всем подарила. Я удивлена. Да, на таких вот ножках. Кто-то шьет, кто-то вяжет. Кто-то вышивает. Художку кто-то рисует. А в художку хожу только я. Ой, ну что за красота-то неземная прямо. Какая неземная красота. Так. Помнит. Не помню. Помнит, она была маленькая. Меня же очень рано выписали из отделения. Буквально через несколько суток. Еще дома перевязочки делали. Ну, для своих такое можно. Вике тогда было 6 лет. Она подходила ко мне и говорила: какой у тебя животик старенький. Вот это вот, она забыла это, но вот это вот было. Да, значит, да, собака была Марсель, и Собакин с нами тут был, да. Ну, вот это был памятный год, день, когда, не день, а год, когда мне исполнилось 65 лет. Это был, так, 23-й год. Вот я в 23-м году была на награждении в Кремле, премия «Будем жить». Конечно, я и на телевидение попала вот тоже вот в это же время. То есть, когда мы были простыми врачами, мы были как все. А тут вот зазвездила и дошла до Кремля.
Викулька. Будем жить. Я заплачу. Будем жить. Да, такие хорошие эмоции. Да. Память останется.